Очень часто мы для того, чтобы сделать что-то, да, то есть построить дом или сделать еще какое-то другое важное дело, обращаемся к профессионалам. То есть, вот к примеру, для того, чтобы построить дом, мы идем к строителю. Для того, чтобы вылечиться, мы идем к доктору. Вот, для того, чтобы поехать в какое-то интересное место, мы идем в туристическое агентство, да, которое этим занимается профессионально, как бы оно знает, что, как это нужно организовывать, куда поехать, где какие места стоит посетить. Вот. И при этом всем мы не делаем того же, когда речь идет о еще более важных, как бы, щепетильных моментах, от которых зависит вся наша жизнь, да, годы нашей жизни. Вот, когда нужно определить вот это как раз предназначение, когда нужно выделить свои таланты, да, свои ключевые способности, которые нужно развивать. Когда нужно разработать ключевую стратегию своей жизни или своего бизнеса, на который мы поставили все, вложили все деньги, может быть, да, то есть все на карте уже стоит. Вот, когда мы составляем план, то есть как вывести, там, как прийти из одной точки в другую точку, как вывести этот бизнес на новый уровень, там, и так далее, и так далее. И мы не делаем, то есть мы не идем к профессионалу, мы почему-то не упрощаем свою жизнь, то есть не делаем это легко. Почему-то в нашем сознании, как бы, то есть это должно быть вот так вот. Я сам, я все сделаю, вот, пускай будет тяжело и сложно, но я смогу, стиснув зубы. Вот. Хотя это очень просто, это неэффективно. То есть для того, чтобы что-то сделать, ну, как пример, да, если нужно вам выкопать участок какой-то там траншеи, и есть только лопата, вот, это нужно сделать за один день, то есть и можно начать сразу копать и делать это быстрее, быстрее и быстрее. Вот, но самое правильное это понять, что за один день лопатой это сделать там невозможно. И нужно вовремя остановиться и поменять стратегию. То есть гораздо проще потратить полчаса, позвонить, может быть, знакомым, друзьям, там, или посмотреть в интернете, найти номер телефона там, какого-то трактора, экскаватора и позвать его на помощь. Хотя внешне будет казаться, может быть, что это трата времени, что ты стоишь, копаешься в телефоне там, или в интернете, или кому-то звонишь, там, чем-то другим занимаешься. Но в конечном итоге это гораздо более эффективно. Вот. И такая же история касается бизнеса. И здесь очень важно в этом смысле обращаться к правильному, к профессионалу. То есть как вот пример с доктором, да, то есть когда мы простужаемся, мы не идем к хирургу, да, когда у нас насморк, мы не идем к окулисту. Вот, потому что, он, конечно, учился в институте, да, медицинском, и у него есть какое-то понимание, как все это работает, но он не профильный специалист, он не даст нам того эффекта, который мы от него ждем. И здесь такая же история. Там многие люди, как бы, они понимают, что им нужна помощь извне, но следующий, и проще это сделать с помощью извне, но следующий шаг они не делают, то есть они не догоняют, кто им конкретно нужен, да, то есть вот в этом смысле, в этом и цель, как бы, вот этого видео, то есть просто просветить, показать, то есть что есть вот такой вот инструмент, он очень классно, его можно использовать. А самое правильное, то есть если у тебя бизнес-задача, то есть люди, путают немножечко, да, то есть услышали где-то коучинг, да, это работает, и с бизнес-запросами идут, допустим, коучи, которые занимаются семейными отношениями, да, или родительскими отношениями, там, или какими-то другими вопросами, потому что много вот этих вот видов специализации, да, или идут к человеку, коучу, у которого в принципе нет бизнес-опыта, да, то есть это тоже не самая лучшая идея. То есть когда мы идем к врачу, то есть или когда мы идем к какому-то специалисту, мы же смотрим, какое у него, правда, какое образование у него, да, какой у него опыт, с кем он работает, каких результатов он помог другим людям достичь. Но почему-то вот здесь, вот, может быть, потому что эта сфера достаточно новое, как бы, люди не делают этот шаг и не понимают. А самое правильное, если у вас бизнес-задача, то нужно идти к человеку, который специализируется на решении как раз бизнес-задач, к человеку, у которого есть
опыт в этом, да, вот, например, если говорить обо мне, я 18 лет занимаюсь бизнесом, да, то есть разные бизнесы, разные индустрии, вот, и только не так давно я вышел, как бы, то есть на вопрос вот как раз коучинга, да, то есть ко мне стали обращаться люди, я первое получил образование, прошел сертификацию, прошел практику, да, и вот сейчас ко мне обращаются люди, которые просят меня помочь им выйти на какой-то новый уровень в бизнесе, да, достичь каких-то бизнес-задач там, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы помочь, для того, чтобы вывести человека на новый уровень сознания, для того, чтобы дать возможность расти геометрически, увеличивать бизнес в 2, 3, 5 раз, нужно понимать, как это работает. То есть понятно, что это коучинговые вопросы, но нужно понимать, как это работает для того, чтобы правильно задать тот самый вопрос, который человека выдернет, да, из этой системы, который как бы его закинет на следующий смысловой уровень, где он сможет как бы посмотреть вообще, а где я, что я делаю, как мне двигаться дальше, да, который закинет его так высоко, чтобы он смог увидеть, как бы совершить вот этот вот прорыв. И здесь как раз, конечно, о бизнес-опыте, который в этом смысле необходим. Так, и таким образом, если у вас цель зарабатывать миллиард, 2, 100, идите к профессионалам, идите к людям, которые уже в этом реализованы, которые уже этим занимаются. Не надо искать, где подешевле, там, да, то есть это же такая отрасль, там, как вы план дома нарисуете, такой дом и будет. То есть и какой смысл экономить на проекте, если потом вы, сэкономив на проекте, потратите 5-10 лет огромное количество денег на строительные материалы, да, и в конечном итоге как бы получите кривую косую конструкцию, которая, где размоется фундамент, она обрушится вообще там и так далее. Это годы жизни и куча денег, потраченных впустую. Гораздо лучше немножечко, может быть, переплатить, но сделать выбор в сторону качества, в сторону надежности, гарантии, чтобы были, да, чтобы это был профессионал реализованный. Вот, не новичок какой-то после института, который решил заработать там 5000 рублей там, на какой-то модной специальности там, и так далее. То есть, ну, вот, касательно меня, допустим, я это делаю в принципе не из-за денег. То есть у меня с этим все в порядке. Я до сих пор работаю в качестве генерального директора, руковожу компанией, этот вопрос у меня закрыт. То есть для меня это вопрос миссии, вопрос моего вклада в общество. Вот, потому что рано или поздно мы приходим к такому моменту, когда хочется для общества делать больше, да, то есть помогать людям вокруг себя развиваться. То есть когда приходит понимание, что все мы в целом связаны, то есть наше благополучие, оно зависит друг от друга. И чем больше ты вкладываешься в развитие мира вокруг тебя, тем больше ты сам развиваешься. Вот это вот вопрос, это как раз верхние смысловые уровни, вопрос миссии, предназначения, как бы, и способностей, которые под все это приходят, и каких-то новых горизонтов, которые можно открывать. Вот. И также говоря обо мне, то есть здесь я совмещаю консультирование, коучинг вместе с консультированием. То есть коучинг необходим для того, чтобы понять, кто я такой, куда я двигаюсь, зачем мне это нужно, что у меня есть, как я могу двигаться быстрее, да, ответить на эти вопросы, найти свою нишу в бизнесе, найти свой продукт, ответить на вопрос, какая должна быть моя команда, как эту команду я могу мотивировать, чтобы она позволила мне занять следующую ступеньку, как бы, то есть вырасти компании, перейти на следующую ступеньку оборота, занять лидирующее положение в рынке и так далее. Вот. Но после коучинга, соответственно, приходит, после ответа на вот эти вот вопросы, приходят узкие, специфические ниши. Это здесь, знаете, таким образом, как, допустим, я хочу быть водителем, да? То есть, но для того, чтобы быть водителем, нужно знать правила дорожного движения. Вот и здесь такая же история. И правила дорожного движения это не о коучинге. То есть это просто набор тех вещей, которые нужно знать и которые нужно делать для того, чтобы ездить нормально, быть водителем. Вот и здесь есть такая же история. В бизнесе это набор определенных инструментов.
В каждой индустрии как бы он там прописан, и есть определенные алгоритмы, которые нужно делать. Понятно, что туда сверху можно добавлять еще кучу всего. Можно все это модифицировать, изменять там, и так далее, и так далее. Но определенные минимумы нужно делать. Вот. И я именно этим тоже занимаюсь. Вот, помогаю бизнесменам находить маркетинговую стратегию, выстраивать боевые команды продаж, находить вот эту вот мотивацию, объединять вокруг миссии, структуру бить, дистанцироваться от конкурентов, находить уникальные торговые преимущества, лучший канал для работы со своей целевой аудиторией, подтягивать основные показатели, конверсию, привлечение клиентов, да, суммы сделки, суммы чеков. На самом деле не так много как бы инструментов по увеличению оборота компании, как бы они все известны, как бы это работает в формате просто консалтинга. Уже когда заданы основные цели, основные задачи, определена вот эта вот большая картина, специфика, задачи, куда мы идем, какие у нас есть знания, способности, какие ресурсы, что мы куда вкладываем. То есть, да, это вот уже приходит время консультирования.